Я собиралась рассказать, как я рожала в Египте, но от вас приходит очень много сообщений с просьбой как-то помочь или там как бы подсказать что-то. Многие из вас общаются либо в интернете, либо в основном в интернете с египтянами. И When I wake up, what do you there? Is this even real? Only thing that kept my heart. вот случайно камера выключилась. Значит, что у меня было? У меня был один помидор, у меня было немножко лука. Помидор с луком. Значит, помидор я натерла немножко, лук натерла. Положила все в рис промытый, смешала все. Вот. Потом взяла фарш и тоже добавила сюда. Вот. И все это перемешала. То есть у меня здесь в этой смеси фарш, половинка помидора натертого, на терке он получается как сок. Немножко лука совсем потерла и немножко зелени. Можно петрушку, можно укроп. У меня был укроп, так что я туда покрошила немножко укропа. Вот такая получилась масса. Вот, и дальше я сейчас, у меня перцы, вот я их уже почистила. Вот я их сейчас промою и буду уже, как говорится, наполнять. Так, ну все, я перцы промыла, все нормально. Вот это у меня масса получилась. Надо было мне фарш посолить, но я забыла посолить фарш. Так что солю фарш сейчас. Пришел, купил, вот Дэнни купил у нас еду, да? Сейчас я... Ну поверни, покажи, что ты купил. Давай, доставай прямо это. Короче, сладкое вместе с этим просто. Значит, что там у нас? Это у нас... Сейчас, секундочку. Это у нас Дэнни купил сладкое. Это корона вафли. Потом хлеб, да. Фейри. Для мытья посуды. Я его просила, как мне ни одной чистой тарелки. Картошка египетская. Сахар. Сахар. И Сколько сахар стоит? 8 паунд. 8? А, ну да. Парпури. Еще что купила? Питье. Опять у нас соби. Одна соби просто соби белая, вторая с чем? Соби с мангой. Соби с манго. Каждый день соби с манго. Вкусно? Вкусно. Яйца. И яйца. 10 яиц. Стоит 15. 10 яиц. Стоит Подешевели. 15 паундов. Ага, ну хорошо. Спасибо тебе большое. Все сам здесь. Гулять пойдешь? Хорошо, тогда все убирай. Потому что я перцы делаю. Убирай. Вот эти все соби в холодильник убирай. Вот, я хотела сегодня поговорить вот на какую тему. А? Что? Я собиралась рассказать, как я рожала в Египте, но от вас приходит очень много сообщений с просьбой как-то помочь или там как бы подсказать что-то. Многие из вас общаются либо в интернете, либо в основном в интернете с египтянами. И, как правило, ваши все вопросы, они повторяются. Вот. То есть девушки, женщины пишут там, а подскажите, Давай, ага.
То есть сценарий отношений, он, как правило, один и тот же. Вот. И я просто уже даже и не знаю, как... Вы должны понимать, что египтяне, я говорю про мусульман, они женятся на девственнице. Вот. Мало того, что они... И если вы думаете, что ваш как бы вариант будет другой, это абсолютно неверно. Рано или поздно он все равно женится на девственнице. То есть он поживет, может быть, несколько лет, какое-то время, но для них это не женитьба. Они этого не понимают, для них понятна только их женитьба, египетский вариант. Возможен, может быть, вариант, если мужчина уже был женат на египтянке, он в разводе, возможно, что тут возможен какое-то более-менее серьезные отношения, потому что человек уже себе выбирает не просто на халяву, да, а он же выбирает как бы сердцем, вот, потому что он уже создал свою египетскую семью, она у него есть, у него растут дети, он выплачивает туда какие-то деньги, но это уже состоявшийся факт. Вот эти недозрелые мальчики, которые не могут жениться, и они всячески пытаются добиться там либо наших девушек, либо женщин, это все недозрелые, как сказать, юноши, у которых нет абсолютно денег на то, чтобы жениться. И поэтому они свою женилку готовы пристроить хоть куда, хоть кому. Главное, чтобы на халяву, за бесплатно. Вот. Но в результате они все равно должны вот пройти, то есть любой египтянин, любой египетский мужчина, он должен пройти вот эту свою полную женитьбу. С зарабатыванием денег, с покупкой квартиры, с обстановкой, с мебелью. То есть с каким-то махром, там, обязательно жена должна быть девственницей. То есть только женитьба на девственнице у них считается женитьба. Если он вам будет говорить, это мне не важно, это там все это важно. Вот. Также основной вопрос, чтобы его семья вас приняла. Вот. Семья... Вы, возможно, даже если это вот касается, кстати, девушек-христианок, которые вот попадаются очень часто попадаются вот именно в лапы и попадаются на обманчивые речи именно вот мусульман, ребят вот этих вот недозрелых, 25-30-летних, нищебродов, у которых ничего нет, как я попалась. Эти отношения, они ни к чему хорошему не приведут. Потому что от вас постоянно получаю сообщения: Галина, подскажите, вот там я старше его там на 10, на 15 лет, или там не старше. То есть вы сразу смотрите на его финансовую составляющую. Вот многие мне говорят, что Галина, у вас разговоры только о деньгах. Только о деньгах. Вы понимаете, это наше российское представление о том, что с любимым рай в шалаше. Здесь такого нету. Они растут здесь абсолютно по-другому. Здесь мужчина, когда он женится, у него обязательно должна быть квартира, у него должна быть стабильная работа. Просто так в никуда никто не женится. Вы самый главный, то есть вы думаете, что вот нет, у меня все, вот этот сценарий, он абсолютно один и тот же. Абсолютно один и тот же. У него должно быть жилье, у него должна быть стабильная работа, то есть и брак должен оформляться официально. Это самое главное, потому что если вы, одна женщина мне писала, а мне не нужен официальный брак, мне вот там, это вам сейчас не нужно, а через какое-то время у вас появится ощущение, что вас человек просто кинул, понимаете? Поэтому вот эти все вопросы по поводу серьезности отношений обязательно, то есть все вот эти составляющие, они должны быть, и я не устаю повторять, что это все должно быть.
То есть мы об этом не задумываемся, я об этом тоже не задумывалась, для меня это было неважно, я сама себя всегда обеспечила, мне все было замечательно, весело, хорошо, позитивно, вот, до тех пор, пока ты не впадешь в его полную зависимость. Как только ты от него впал в зависимость, все. Я имею в виду эту часть материальная. А духовная часть, как бы, то есть, если вы согласны, если, то есть, тут еще менталитет имеет большое место быть. То есть, возможно, девчонки, которые вот татарской национальности, узбечки, там, казашки, они более, потому что они уже рожденные мусульманки, они более, возможно, воспитаны по-другому. Мы, люди, которые не были мусульманами, и у нас другой менталитет, мы не привыкли, что мужчина это как бы, то есть вообще другое воспитание. Нам сложнее. То есть вы должны быть готовы к тому, что мужчина будет делать то, что он считает нужным. Возможно, он первое время перед вами позаискивает, поиграет, скажет, что я там только так, как ты, но на самом деле человек будет всегда делать так, как он считает нужным, то есть жить так, как он считает нужным. Вот. И не забывайте самое главное то, что они всегда женят, если они женятся на иностранках, всегда есть расчет на финансовую часть. Именно он вам будет говорить: я сам все делаю, я сам все обеспечу, я. Но подспудно, когда они женятся на иностранках, они, конечно же, рассчитывают на то, чтобы там либо уехать, либо что будет какая-то финансовая помощь, потому что вот такие вот голодранцы, которые женятся, у которых ничего нет, и, конечно же, никогда ничего не будет, они именно рассчитывают на это. Сколько бы он тебе клялся и не божился, что ему это не важно, ему это не нужно, все нужно, и рассчитывает он именно на это. И, как правильно мне написала в комментариях еще давно Лена из Германии, по поводу моего мужа, когда я начала рассказывать свою ситуацию, она сказала: Галя, вот подожди, вот, а через там 5-10 лет он вообще перестанет что-либо приносить, будет приносить воду и хлеб, и будет так же говорить, как сейчас он тебе говорит: это все, что я могу. Вот, поэтому для того, чтобы смотреть в будущее, потому что вы сейчас, возможно, молоды, вам там 20-30 лет, неважно, но через там 10-20 лет ситуация может вполне измениться, и тогда уже сложнее будет менять вашу ситуацию. Поэтому пока вы, как говорится, либо еще не в отношениях, либо за отношения зашли еще не так далеко, вы можете что-то поменять и, соответственно, меняете, либо вот как бы ввязываетесь в эту кабалу, вот, где мужчина будет делать, то есть в течение какого-то времени он будет таким послушным, покладистым, а потом у него включится его египетская вот эта вот, как сказать, он уже освоится, он поймет уже, что вы никуда не денетесь, и он будет вести себя так, как он считает нужным. Вот, поэтому не заводите очень далеко, лучше выходить замуж, мне кажется, за европейских, американских, русских, украинских мужчин, вот, потому что они хоть понятные. Вот, и этот менталитет, он очень непонятный, очень много вранья, очень много хитрости, нечестности, и вы должны понимать единственное то, что вы здесь всегда останетесь чужой. То есть, если в других странах, там, в европейских странах, там, на Западе есть определенные системы адаптации, то здесь вы, даже прожившие там 10, там, наверное, я думаю, что даже 20 лет, вы не адаптируетесь, как бы, вот как адаптироваться можно, предположим, в европейских или странах, или в любых странах, кроме мусульманских стран. Потому что здесь всегда все будет зависеть от мужчины. За каждой сильной женщиной, там, добившейся чего-то, стоит очень сильный мужчина. Или ее семья, в которой тоже есть мужчина. Поэтому 250 раз думайте.
Я, конечно, понимаю, хочется верить в сказку, что вот он ей там наговорил какие-то по интернету красивые вещи, и вот он ее любит. Поверьте, вот там даже наши мужчины, он лишний раз не скажет, что он любит, но у человека действительно есть чувства. А эти, они готовы мести своим языком «я тебя люблю», все что угодно. У них «я тебя люблю», как я уже говорила в одном из видео, это немножко другое, потому что у них секс до брака запрещен официально. Вот, поэтому если я тебя люблю, я хочу жениться, это просто означает я тебя хочу. Вот, не надо путать, как говорится, Божий дар с яичницей. Я тебя люблю, я без тебя жить не могу. Это, как говорится, до первой брачной ночи, ну там на какое-то время. И все. Поэтому не ведитесь на это, на все. Это все бред. Смотрите обязательно состоятельность мужчины, опять же повторю, на образование. Лучше, чтобы это был мужчина по профессии доктор, даже инженер, даже и то не так, но по рангу самый высокий считается здесь доктора. Вот именно доктор, возможно, как-то более-менее, возможно, подойдет вам по либо какие-то, я имею в виду, даже не только по деньгам, а по ментальности, то есть более интеллигентные люди. Все остальное это не то. Не то, и как бы, опять же говорю, с нашим менталитетом очень тяжело будет здесь ужиться. Вот, потому что, и опять же повторюсь, девчонки, которые приезжают там из бывших республик Советского Союза, там может быть немножко другая ситуация, потому что они выросли в мусульманских семьях, пусть даже и не соблюдающих. Вот, а здесь, нам люди, которые приехали, как говорится, христиане, либо там атеисты, которые там девчонки, которые неверующие, нам будет достаточно сложно. Вот. И опять же, повторюсь, женятся они на иностранках только те, кто не может себе позволить жениться на египтянке. Потому что для того, чтобы жениться на египтянке, это целый процесс, это целая большая долгая песня. Сразу они не женятся, они делают сначала хатубу, это как у нас обручение, и потом ждут, пока, даже если у мужчины все готово, они должны какое-то время встречаться, походить там, ну, в присутствии родителей, чтобы получше узнать друг друга. И будьте готовы то, что если вы создаете семью с мужчиной, особенно с мусульманином, то вы должны будете быть покорны и принимать все и вся. Вот такая у меня ситуация. Сейчас я буду закладывать перцы в кастрюльку. Сейчас покажу, как я это делаю. Кастрюлю пришлось взять большую, потому что там маленькая. Наливайте вот чуть-чуть воды, вот чтобы одна немножко совсем была. И кто может еще, кто-то томатную пасту, я добавлю кетчуп, у меня томатной пасты нет. Вот, добавлю. Просто чтобы получился как бы такой наваристый. Вот, смешиваю. А возможно даже у меня и в маленькой кастрюльке не войдут эти перцы. Знаете, я думаю, что у меня как раз вот ничего в эту, наверное, войдут. Вот, значит, я наливаю сюда вот этот вот называемый раствор воды с кетчупом, то, что я развела. Вот, можно немножко посолить. Вот, размешиваем. И будем укладывать перцы. Перцы укладываем вот так вот стоячком, чтобы они не совсем там это нахлебались воды. Вот. Кастрюлька маленькая у меня, вы можете взять кастрюльку побольше. Вот. И, как говорится, туда все свои перчики уложить стоячком. Очень даже хорошо, что у меня кастрюлька как раз маленькая. Ой, все перчики поплыли. Вот. Но не важно, они будут в этой жидкости вариться, тушиться. Вот, уложим туда наши перчики.
чтобы воды было немного. Я вот смотрю, у меня воды много, так что я воды немножко отолью. Они должны быть, вот на дне должна быть вода. Ни в коем случае не немного. Вот. Ну все, как бы у меня места больше на перчике не хватает. Вот так вот они у меня получились. Видите, вода их не закрывает. Вот. И сейчас я их поставлю на маленький. Вот у меня что получилось. Вот такие вот перчики. Вода не прикрывает перчики наши. Вот. И ставим сейчас на огонь. Вот. Ну и сейчас возьму эти перчики и поставлю на небольшой огонь. Хорошо, да не прил, ой, этот фейри купил, потому что у меня посуды куча, а не было, я это... Так, значит, я сейчас вот зажгла огонь, ставлю на небольшой огонь наши перцы, небольшой совсем огонь, и накрываю крышкой. Они у нас так будут на медленном огне тушиться. Сейчас проверим наши перцы. Вот, то есть перчики должны, вот рис, если вы, во-первых, рис уже весь набух вывалился. Рис должен быть мягким. Вот если рис мягкий, то они уже готовы. То есть я уже могу закрывать все. Все, я закрываю. Когда будете уже сервировать перцы, с чем их можно есть? Их можно есть, вот такие получились перцы. Я все не стала выкладывать. Положила, сколько съедят. Я думаю, что... Вот, можете есть их с майонезом, либо с кетчупом, как вам нравится. Только что носили нашу Пеппу в магазин, и чтобы определить, действительно ли это мальчик. Оказалось, что это действительно мальчик. И нам подсунули мальчика. Так что у нас такая получается тут гей-семья. Семья геев. Вот, поэтому хотели пристроить его, не получилось, отказались брать, так что придется нести к мужчине, который нам продал. Пенюша, Пенюша. Вот такой, да. Вот он. Оказалось, что Пеппа это вовсе не Пеппа, а ты мальчик. Пенни, давай лети. Понюш. Пенни, Панюша. Понюшенька хочет гладить. Панюша, лети, полетай. Лети, полетай, мой мальчик. Тепленький такой. Тепленький мальчик, тепленький малыш мой. Пани, Панюша. Пани. Как сделать много? Большое делать. Пенни, лети, давай. Тогда это... Пани, Панюша мой. А как его Лети, будем назвать? лети. Никак, отдадим его. Зачем нам два мальчика? Вот маленькая рожица. Маленькая такая рожица. Пани. Оказалось, что Пипусик вовсе не Пипусик, а Да. Пеп. 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 Пэт. 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 Почтальон Пэт. Почтальон Пэт. Почтальон. Оператором у нас в данном случае выступала Ия. When I wake up, I do